Друзья, знаете, что заметила? Весь интернет печет брауни. Кабачки, теперь тыква и брауни. До тыквы у меня вход не дошел еще. А брауни, ну что ж я, как обезьяна, все могут, и я, наверное, смогу. Давайте попробуем это сделать. 5, вот я нашла, знаете, какой рецепт? 5 ингредиентов. Банан, яйца, разрыхлитель, какао и шоколад. Все. Ну, классно же. Мало, и, наверное, это будет быстро. И есть еще мне вот на глаза попался ванильный сахар. Можно его попробовать добавить. Ну, если нет, то и не надо. Ну ладно. Так. Яйца добавим. Какао. И разрыхлитель. Так, значит, взбиваем мы сегодня не погружным блендером, он у меня там где-то вышел из строя, а есть вот такой блендер, который называется iCook. Я повар, а я сегодня повар. Мощность у него 750 ватт. Очень большая скорость вращения и ножи 6. Причем вот в такой форме они, видите? Поэтому, когда вращается, очень быстрая скорость вращения, быстро перемалывает даже твердые. Вот лед перемалывает, вообще даже не сомневаемся, пробовали. Так, поэтому мы сейчас собьем. Итак, мы все здесь перемешали. Банан, какао, разрыхлитель, 2 яйца. Взбиваем. Так, форму я заранее пергаментом выложила, духовку заранее включила, у нас тут почти ничего нет. Ну что, теперь перекладываем и дальше. Вообще, если честно, я не понимаю, как можно печь без муки. Но рецепт утверждает, что это вкусно. И если у вас вдруг получилось жидкое, как они называют это тесто, да, все, то добавить какао. Ну, я какао добавила. Реально, действительно гуще получается. Ну и выкладываем на форму. Вот такая получается масса, но это у меня так получилось. И знаете, если у вас есть поменьше формочка, то лучше меньше взять, либо удвоить порцию. Так, ну все, в духовку на 40-45 минут. И ждем. А пока можно перекусить. Так, ну в моей духовке получилось не 40 минут, а немножечко меньше. Палочку взяли, проткнули. Я через полчаса это попробовала. Все, у меня там уже сухо. Вытаскиваем и кладем сверху вот этого нашего изделия. Я не знаю, почему это называется тесто, да, но я все-таки думаю, что без теста это, наверное, все-таки запеканка. Ну, в общем, поверх нашего брауни положим ломтики шоколада. Ну, получился же красивый, правда? Кладем шоколад. Пока горячее вот это все, пусть он тут топится. Вот так вот еще и, если мы возьмем и... В общем, он вот так вот выводите его, и он потихонечку топится, шоколад. А потом мы этой кисточкой все, весь растопился. Кисточкой размажем, и будет классно. Слушайте, ну я не такой уж плохой кулинар. Особенно если учитывать, что это все вообще у меня первый раз. Да, я еще забыла, знаете что нужно вот это все попротыкать вот так. Для чего? Ну, чтобы вот эта вот макушка, да, вот этот растопленный шоколад туда внутрь лучше проникала. Поэтому вот это не забудем. А с пергамента мы пока не убираем. Будем убирать, когда остынет. После того, как все это остыло, убираем с листа. Как же мы это сделаем? Ну, вообще убирается оно довольно легко. Кстати, очень легко. Просто руками, поэтому и надо, чтобы он остыл. Убираем с пергамента. И что хочу, знаете, что хочу сказать? Что эта порция, она получается небольшая. Ну, то есть вот вам, если у вас большая семья, то вам хватит по маленькому кусочку. Поэтому на двоих, максимум на 3 человек пить чай хватит. А если у вас там это... Короче, двойную делайте, если что. Замечательно легко убрала на тарелку. Украсила крошкой я еще. И чуть-чуть
Вот то, что шоколад, который я сюда не стала растапливать, я его сверху посыплю. Ну, надо же, чтобы еще и красиво было. Вообще, я удивлена, что оно вообще испеклось, если честно. Если честно, сильно удивляюсь. Ну, классно же получилось. По-моему, да. Друзья мои, я удивлена реально. Реально сама удивлена. Все пропеклось. Все замечательно, ноздреватое. И на вкус. Сейчас попробуем. Так, ну что, пробуем это наше творение. И, естественно, с чаем, да? Ну, я очень удивлена. Я очень удивлена сама себе. Я очень удивлена, что я с этим справилась. И что это вообще получилось. И что это вообще, оказывается, печется. Я и брауни. Два несовместимых понятия еще вчера. А все дети. Иди в YouTube, иди в YouTube. Ну вот. Вы знаете, очень интересный вкус. Вот даже и не поймешь, что здесь муки нет. А здесь получается бананы, какао, разрыхлитель. Что еще? А, и яйца. Все. Пробуйте. Это реально легко, быстро и вкусно. Подписывайтесь, ставьте лайк. А потом только смотрите. Кстати, насчет блендера. Ссылку на него, на подробное описание оставлю под этим видео. По этой же ссылке можно приобрести. Либо звоните мне, я вам помогу это оформить. Всем приятного аппетита!